Всем привет! Уже достаточно давно я изучаю Geometry Dash в области физики за 9 класс. Я собрал много интересных сведений и явлений, о которых сегодня и пойдет речь. Физика ГД. Что ж, начнем с того, что она вообще из себя представляет. Ни для кого не секрет, что физика Geometry Dash работает довольно странно. С данной физикой можно утворять такие вещи. Нет, сегодня больше речи не будет об этих багах. Я расскажу гораздо более глубокие вещи, но начну с базы. Всем известно, что физика в ГД крайне нестабильна, и она может изменяться вместе с количеством FPS. Но на этом знания большинства заканчиваются. Еще физика может меняться от нахождения персонажа в пространстве, от его скорости и от смещения некоторых других переменных. Это все еще цветочки, ведь самые тонкости физики мало того, что никем не изучены, а вполне вероятно, о них вообще никто не знает. Поэтому я и хотел бы вам о них сегодня рассказать и наглядно продемонстрировать принцип их работы. Ведь то, к чему я дошел, все те аномалии, которые я нашел, это именно то, что вы, скорее всего, прежде никогда не слышали и не думали услышать. Начнем с того, что фреймы — временная переменная, она имеет протяженность, а ходы — переменное взаимодействие с персонажем, и она мгновенна, путать их нельзя. Теперь к сути. С повышением FPS фреймов в игре становится больше, что неудивительно. Вместе с этим, конкретно в ГД у персонажа появляется больше ходов, из-за чего физика начинает меняться. Рассмотрим для начала увеличение FPS вплоть до 300. Так как FPS Bypass требует для своей работы отключения Vertical Sync, чтобы было меньше полос на экране, в нем выставляют обычно только кратные герцовки значения. То есть на 60 Гц желательно преимущественно выставлять 120, 180, 240 либо 300 FPS, на 75 Гц соответственно 150, 225 либо 300 и так далее. Именно эти значения FPS мы и будем рассматривать. Величина изменения физики при этом зависит от двух переменных, от изменения FPS и от коэффициента герцовости конкретного персонажа. То есть, допустим, как известно, корабль — наиболее герцовый персонаж в игре. Естественно, и величина изменения физики с повышением FPS будет больше, чем у остальных персонажей. На них, в свою очередь, изменение FPS действует просто изменением количества ходов. А так, она в основном остается прежней, разве что персонаж может чуть-чуть дальше заходить в батуты, но это довольно редко вызывает серьезные баги. Разница FPS при этом не в счет, потому что она крайне неоднородна для различных FPS. То есть, допустим, разница между 60 и 75 такая же, как между 120 и 240 Гц. Изменения FPS на значение выше 300 рассматриваться не будут, потому что их обычно считают пределом Легита, и по сути это официальный лимит. Вполне естественно, физика на FPS выше напрочь ломается, там даже со скоростью проблемы возникают. Идем дальше. Когда FPS, соответственно количество ходов наоборот понижается, frame-perfect тайминги на первоначальных FPS зачастую становятся просто невозможными, ибо не хватает ходов, чтобы проскочить в узкий пролет. Точнее, ходов запросто может и хватить, только вот их смещение относительно данного узкого пролета должно опять же попасть в нужный тайминг. А это абсолютная случайность, которая зависит от удачи на первой попытке. То есть, если ход не попал в тайминг, остается только перезайти в уровень и попытать удачу снова. В удостоверение был проведен следующий эксперимент. Тьяк выставил респаун тайм меньше длительности фрейма, то есть некратное фрейму число, и ходы никак не смещались после каждой смерти, что свидетельствует о том, что они независимы от фреймов. И их сходство только в количественном показателе. Может, фреймы издвигались? Увы, это невозможно установить, но ходы точно нет. И формируются они по всему уровню с самой первой попытки. Но вернемся к Frame Perfect таймингам, точнее Step Perfect. Но согласитесь, Frame Perfect звучит привычнее. Явление, о котором я рассказал, зависит уже только от одной переменной, а именно от разницы FPS. То есть, допустим, создадим Frame Perfect тайминг на 300 FPS и попробуем пройти его на 60. Как видите, их разница составляет аж 240 фреймов, и в один из них, во фрейм с таймингом, должен попасть хотя бы один из 60.
чтобы стало возможно пройти. Кстати, в обратную сторону это тоже работает, но немного иначе. 60 FPS Perfect Timing будет сложнее пройти на высоких FPS. Дело в том, что у фрейма есть собственная длительность, попадая в которую как раз и определяется конкретный фрейм, а за ним действительный ход. Чем меньше фреймов в секунду, тем больше их продолжительность. Из-за этого, чтобы попасть в 60 FPS Perfect Timing, на 300 FPS придется нажать в более узкий промежуток времени, что делает тайминг сложнее. Явный тому пример — Denoment, который отлично подстроен под 60 FPS. На более высоком фреймрейте будет гораздо сложнее пройти. Еще по той же причине на каждом из фреймов можно сделать только один клик, который из длительного фрейма перейдет в действительный ход в зависимости от позиции клика, образуя нестабильный отклик. Таким образом, 60 kps плюс челленджи на 60 FPS не пройти. Что ж, идем дальше. Всем известно, что в GD есть 5 скоростей, 0,5 и от 1 до 4. Думаю, пояснять не надо, как они работают, ведь речь не об этом. При строительстве часового уровня Тиак столкнулся с некоторыми проблемами, одной из которых было накопление рассинхрона. Как позже оказалось, накапливался он из-за изменения скорости персонажа, причем происходило это спонтанно, без соответствующих ускорителей. Вот смотрите, это куб едет в начале уровня, это в конце. Чувствуете разницу? И на разных FPS скорость ведет себя по-разному. Это куб едет в конце этого часового уровня на 60 FPS. А это на 300. А смотрите, что происходит вообще на 660. Это все на одной скорости. И нет, это не подобие спидхака. Ибо посмотрите, что будет, если подпрыгнуть. И это все на кубе. Теперь посмотрите на поведение волны. Нет, угол его полета никуда не съехал, поменялась только скорость. Удивительно, не так ли? Тиак сделал отдельный видос для того, чтобы проследить за накоплением того самого рассинхрона, а соответственно и поведением скорости персонажа. Проанализировав этот видос, можно заметить, что персонаж движется неоднородно, то ускоряется, то замедляется. Но под конец он все же приходит к одному из двух, и можно с точностью утверждать, что ускоряется он на 150, 180, 225, а замедляется на 60, 75, 120, 240, 288 и 300. Если хотите полностью посмотреть тот видос, ссылка будет в описании. На этом все. Итак, вы уже знакомы с явлением смещения ходов, а также фреймов. Сейчас я бы хотел рассказать об этом более углубленно. В общем, если вкратце, то Align и есть то самое смещение, о котором мы уже частично рассказали. Но знаете ли вы о том, что этим смещением можно управлять, задевая некоторые блоки? Предлагаю теперь посмотреть на это. Смотрите, куб не может здесь пролететь, он касается пилы, она мешает ему. Но стоит только перепрыгнуть вот этот блок, как пила уже не достает до куба. Это не обрезка, ведь курсор на месте остался. И не смена FPS, их 300, как и было. Теперь смотрим дальше. У куба не получается спрыгнуть с платформы, ему мешает шип. Коснувшись вот этого блока, мы берем такой лайн, который позволяет тут беспрепятственно спрыгнуть и пройти. Это называется элайном пикселей, и им можно управлять во время игры. Подробнее я расскажу позже. Рассмотрим теперь элайны на реальных примерах. Недавно я прошел Реверье. Там я столкнулся с трудностью прохождения конкретного места. Рампа буквально подкидывала меня выше, чем должна. И это был полнейший рандом для меня. Я проходил дальше 50 на 50. Это место пропускало меня как будто по желанию. Под конец прохождения я нашел место сбора элайна. И это вот этот блок. Как только я его касался, как раз рампа подкидывала меня слишком высоко. Когда я облетал его, я проходил дальше. Это было на 60 FPS.
Еще раньше я прошел другой уровень с Элайном. Theory of Something. Easy Demon. Там присутствует принцип Элайнов, который я уже показал. То есть, коснувшись этого блока, куб умирал об вот эту пилу. Нажав вовремя на орб, облетев блок снизу, пила куба уже не касается. Я нашел это на 300 FPS. И нет, не только элайны такого типа существуют. Если зайти в Firework на 60 FPS, то мы сталкиваемся с проблемой, о которой было уже ранее рассказано. А именно, ход не попадает в нужный тайминг. Это тоже некого рода элайн, но уже немного другой формы. Ведь, как мы выяснили, ходы не могут смещаться во время игры. Больше упоминать сегодня этот тип элайнов я не буду. Сталкивались ли вы с такой проблемой, что некоторые узкие пролеты, даже авто, возможно со стартпосом, но невозможно с нуля? Или просто баги появлялись, которых не было на стартпосе? Так вот, я думаю, вы уже сами поняли, это также действие элайнов. Как вообще работают элайны? И можно ли сказать, что они мешают игре? Для понятия того, что из себя представляют элайны, для начала нужно знать постоянную скорость движения персонажа в точности до пикселей. Почему до пикселей? Смотрите, персонаж движется некоторыми рывками. Нельзя назвать это плавным движением. Это не связано с фреймами или чем-то еще. Это сам по себе персонаж перемещается как по пружине. Таков его движок. Скорость персонажа в ГД сама по себе постоянна. И более понятно я бы мог объяснить элайны только в режиме платформера. Но есть проблема, которую я поясню чуть позже. Постоянная скорость персонажа составляет явно больше 1 пикселя. И конкретно в ГД обратно пропорционально количеству FPS. То есть чем выше фреймрейт, то есть чем больше ходов, тем меньше элайнов возможно. Так вот, допустим, скорость персонажа 4 пикселя. Тогда первоначальную позицию обозначим нулем, а следующая позиция будет уже 4, следующая 8, затем 12, 16 и так далее. На этой пиксельной пружине персонаж не может переместиться, допустим, на 5, 6, 7 пиксель от первоначальной позиции. Однако, персонаж может находиться на разных строках пикселей, сохраняя собственную первоначальную позицию. Таким образом, начав с 1, персонаж перейдет к 5, затем к 9, 13, 17 и так далее. Начав с 2, к 6, 10, 14, 18. Ну и соответственно, начав с 3, к 7, 11, 15, 19. Давайте подумаем, что будет дальше. А дальше первоначальная точка будет уже 4. А эта точка есть на первой строке пикселей. Так что больше их нет для скорости 4 пикселя. В итоге мы имеем 4 строки пикселей, по которым может смещаться персонаж. Зачем нам знать скорость персонажа без учета ускорения и количества строк пикселей? Дело в том, что персонаж может смещаться по этим самым строкам. Каким образом это происходит? Правильно, от соприкосновения с блоками. Но почему? А все просто. Граница блока также может находиться на любой строке пикселей. А если персонаж находится на точке 1, а ближайшая к нему граница блока, допустим, на точке 4, какая точка для персонажа будет следующей? 5, 3, а может 4? Если персонаж сталкивается с блоком, потенциальным препятствием, то чтобы в нем не застрять, он в него не заходит. Таким образом, следующая точка будет 3. И по сути только что наш персонаж со скоростью 4 пикселя сместился на 2, оказавшись на другой строке пикселей. Вот так и работает элайн. Теперь разберемся, откуда мы можем получать горизонтальное выравнивание, касаясь по сути горизонтальной плоскости. Дело в том, что элайн находится не здесь, как вы могли подумать, а вот здесь.
и куб берет его примерно в таких же местах. Я сдвигал блок всего на 3 микропространства, и Align уже не действовал. А когда я сдвигал также и блок опору, Align снова приходил в действие. Кто не знает, микропространство — это расстояние, на которое сдвигается блок вот этими кнопками на панели Edit. Рассмотрим теперь вот такую ситуацию. Каким образом это происходит? К слову, это самое распространенное проявление Align в GD. Куб пытается скосить блок, но берет Align, понимает, что должен быть на блоке, и, собственно, телепортируется на него. Если же зайти в слитый недавно платформер и попробовать провернуть это, у вас ничего не получится. Это говорит о том, что Align в платформере нет, потому что там, вероятно, слегка другой движок, и в принципе Align недопустимы. Вне режима платформера Align зависит вообще от любых прикосновений с блоками, что создает полную неопределенность последствий. Никогда нельзя с точностью назвать исход, сойдешь ты тут с блока или нет. Если, конечно, речь идет об узких пространствах. И не подумайте, что за смещением пикселей следует и смещение ходов. Одно дело пиксели, а точнее хитбокс, другое дело ходы, которые к хитбоксу никакого отношения не имеют. Скорее, это переменное взаимодействие с ним. Взаимодействие с Align в GD очень неоднозначно. Но то, что эта вещь в игре существует, уже что-то значит. Не могу точно сказать, мешает ли она игре. В какой-то степени да, ведь она создает вероятность полной непредсказуемости игрового процесса. Но с другой стороны, а была бы игра без нее такой, какой она является сейчас? Или Align лег в основу всем нынешним левелам? Что ж, подводя итог, хочу заметить пару вещей. Физика в GD очень зависима от Align'ов, о которых никто не знает. Они создают фрейм и пиксель перфект тайминги, которые зависят скорее не от игрока, а от смещения данных величин. Интересно, как после этого видео в комьюнити будет восприниматься физика с этими добавками? Ведь я почти уверен, что стал неким первооткрывателем в этом деле и только что рассказал всем что-то новое. На этом все. Всем удачи и пока.